Мне чайки здесь запели на знакомом языке. Владивосток, дорогие зрители и подписчики. В этом видео обзор полета на рейсе авиакомпании iFly в этот прекрасный приморский город. Билет купил на сайте Аэрофлота на привычный рейс с кодом SU, а снизу была приписка: экипаж и самолет будет другой компанией, и их взяли в мокрый лизинг. iFly специализируется на чартерных международных перевозках, но сейчас из-за двойной регистрации своего парка ограничена внутренними рейсами. Аэрофлот взял 3 А330 с экипажами и ставит на Дальний Восток, освобождая свои самолеты для других направлений. Давайте посмотрим, насколько отличается от основного перевозчика. Около телетрапа стоит мой борт Airbus A330 модификации 300. Вокруг ходит сотрудник и, как будто детектив, фотографирует со всех сторон. Самолету 16 лет, прилетел пару часов назад из Владивостока и сразу же обратно. С этого ракурса виден Ил-62, стоящий рядом со входом в терминал Б, как будто взлетает. В Шереметьево много людей. Вечерний разлет преимущественно на восток страны. Автоинформатор говорит без остановки. Постоянная спешка с началом и окончанием посадок. С другой стороны, стоит второй из 3 участников балета, взятых в лизинг. Он прилетел из Хабаровска и готовится вернуться в этот же город. Время полета составит 7 часов и 38 минут. У телетрапа терминала С 3 семерки в ливрее SkyTeam. Он прилетел из Гуанчжоу и готовится вылететь в Коломбо. На посадку пригласили минут на 10 раньше написанного в посадочном талоне, а очередь из пассажиров стояла уже минут как 20. У многих были в качестве ручной клади немаленькие на вид чемоданы. В хаосе не было разделения на то, каким классом летит пассажир и какой у него статус. Через 3 открытые стойки шли с напором все. Билет взял в класс «Комфорт». Выбрал 4-й ряд в самом начале самолета. На входе бортпроводник просит повернуть налево в первый салон. Здесь небольшой салон эконома и неожиданная компоновка для А330. 3, проход 3, проход 3. 9 кресел в ряд. Обычно на А330 8 кресел. В первый раз такое вижу. И там, где у всех бизнес-класс, расположен комфорт. Здесь 7 кресел. 2, проход 3, проход 2. Что тоже не шикарно. Самые удобные кресла на первом ряду. У них выдвижная полка для ног и много-много места. На 4-м ряду шаг не такой большой. Видны розетки для каждого пассажира. Там же располагаются спасательные жилеты. На кресле лежит обычный плед и какой-то белый пакетик без опознавательных знаков. Открою его попозже. Экран в креслах выглядит как экран, заклеенный непрозрачной пленкой с логотипом. USB-порт, кнопка включения и вход для наушников выглядят рабочими. Странное решение. Шаг кресел у всех, кроме первого ряда, все-таки не самый комфортный. А вот зона для откидывания спинки выглядит большой. Надеюсь, пассажир спереди не ляжет на меня. Есть подставка для ног, но она не сильно помогает из-за маленького пространства. В кармашке лежала инструкция по безопасности. Мне понравился ее формат и качество материала. Прямо захотелось прочитать. В белой сумочке был набор из тапочек, беруш, маски для сна и увлажнителя для губ. В неудобном месте какой-то пульт с кнопками. Думал, это управление системой развлечения. Оказалось, включить свет и вызвать бортпроводника. В иллюминатор увидел, сотрудники рассматривают какой-то необычный багаж. На телетрапе стоит номер 115, а выход на посадку-то был 111. Все пассажиры на местах, минут 10 ничего не происходило. Сотрудник технической службы прошел в кабину пилотов. Не самый хороший знак. Но он недолго там задержался, вернулся, прозвучали слова через интерком для бортпроводников: «Двери в положение Armed Cross-Check». Это означает режим, когда аварийные трапы будут выпущены при открытии дверей самолета, и нужно проверить дверь напротив. Увидел инструкцию по подключению через Wi-Fi к системе развлечения. Лететь так далеко без фильмов было бы скучно. Началась демонстрация безопасности. На салон «Комфорт» выделили 1 человека. Обычно 1 ряд, 1 человек. В это время начали буксировку самолета. На стоянке стоит А320 Аэрофлота, который готовится к вечернему рейсу в аэропорт Архангельска. КВС сказал несколько слов без представления по имени. Время в полете до Владивостока составит 8,5 часов. Будет небольшая турбулентность. На перроне своя жизнь. Кто-то куда-то спешит, кто-то пропускает самолеты. Представьте, сколько людей круглосуточно работают для вылета сотни рейсов.
А вот заруливает третий братец авиакомпании iFly. Он прилетел из Владивостока с 2-часовой задержкой. Борт не полностью белый, в полной ливреи авиакомпании. Жизнь перрона удивляет. Как вам передвижная бытовка или склад с мигалками, которую весело и бодро тянет трактор? Возникает вопрос, куда же он ее везет? Рядом была стоянка, где проводили противообледенительную обработку в несколько машин. Нам не требовалось. Днем шел небольшой снег, но мой самолет прилетел 2 часа назад и вряд ли попал под него. Обычно вечером много самолетов на взлет, и даже бывают очереди. Сегодня никого нет. На дальней стоянке в районе грузового терминала Шереметьево-Карго стоит Boeing 777 России, прилетевший из Южно-Сахалинска. Видел, сейчас на Сахалин стал в некоторые дни летать 747. Стоят 2 Ан-72 пограничные службы России. В народе этот тип называют «чебурашкой» из-за двигателей, похожих на большие уши. Остановились перед взлетно-посадочной полосой, пропустили борт Победы. В аэропорту работала на взлет и посадку одна полоса, 24-я центральная. Темнота была скорее формальностью. Огни полосы, терминалов и улиц создавали ощущение, будто мы взлетали не в ночь, а в сумеречный город, мягко освещенный тысячами лампочек. Начали набирать высоту. Внизу бескрайний океан огней, будто гигантские светящиеся артерии. Город провожает нас мягким желтоватым светом, который, кажется, висит в воздухе, растворяясь в вечернем небе. Самолет поднимается выше, проходим облака, и вот он, закат, алый, тлеющий на горизонте, словно прощальный мазок художника, перед тем, как он уберет навсегда кисть. С моей стороны по компасу запад, где-то там еще день, но здесь он уже догорает, уступая место ночи. Рейс во Владивосток на восток. Плавный, почти ленивый правый поворот. И все. Теперь наш курс во тьму, в ожидании нового солнца и в поисках рассвета, который мы встретим там, где ночь еще не успеет до конца настать. Освещение включается плавно, успевают привыкнуть глаза. Не видел такого у других авиакомпаний. Обычно резко включают, и испытываешь какое-то время дискомфорт. Некоторые пассажиры за время взлета уснули. Бортпроводники просят привести спинки кресел в вертикальное положение и достать столики. Начинается обслуживание. В комфорте сначала предлагают прохладительные напитки и выбор красного или белого. Наливают без ограничений. Попросил 2 стаканчика воды без газа. Дали в обычных белых, без брендинга. Дальше разносят питание. И здесь начинаются очередные отличия от Аэрофлота за те же деньги. Вместо меню и большого подноса предлагают ланчбокс, в котором закуска, салат, десерт, булочка и на выбор 3 горячих в косолетке. Печеные овощи, говядина с овощами и судак с овощами. Набор по весу и ассортименту, похоже, идентичен аэрофлотовскому, но выглядит так, что задаешься вопросом: а как же кормят в экономии? Взял рыбу, качество среднее, бобы оказались жесткими и не в тему. Завершают первое обслуживание горячие напитки, наливают только кипяток, заваривай, пассажир, самостоятельно. Выключили свет. И здесь плохо видно, но через наклейку на мониторе проходят лучи включенного экрана. Если кресла откинуты, места выйти практически нет. Еле-еле протиснулся сходить в туалет. Зеленая лампочка занятости туалета – единственный яркий источник света. Для пассажиров комфорта он отдельный, сразу за кабиной пилотов. Внутри чисто, никаких экстра опций в виде кремов и зубных щеток, как у Аэрофлота, нет. Заглянул в экономический класс, где тоже выключили все освещение, и большинство пассажиров или спали, или пытались уснуть. Спустя несколько часов ночной тишины, за 3 часа до посадки, в самолете прозвучала команда «Подъем!».
Включили яркое освещение и начали второе обслуживание. Голодным и выспавшимся уйти не получится. Схема такая же, как и при первом. Сначала напитки, потом горячий завтрак, каша или омлет на выбор. Набор закусок на вид сытнее ужина и вкусная выпечка. Даже половины не съел. Ни в коем случае не подумайте, что было невкусно. Просто есть не хотелось очень много. В иллюминаторах появилось яркое утреннее солнце, а внизу темный заснеженный пейзаж. В этот момент самолет пролетал в районе Тынды с левой стороны и Сковородино с правой. Бескрайняя территория. С первого салона открывается вид на работающий двигатель. На самолете стоит два американских Pratt & Whitney с диаметром вентилятора 2,58 метра. Самый тяжелый вопрос. А как в экономе с комфортом? И ответ. Отличается от Аэрофлота. Обычно авиакомпании ставят 8 кресел в ряд на А330. Здесь же схема 3, проход 3, проход 3 и получается на одно кресло больше. Конечно же, за счет ширины других кресел и более узких проходов. А вот расстояние между ними осталось обычным. Ногам есть место. iFly изначально такую схему салона выбирала под чартерные рейсы длительностью до 4 часов. Из Москвы в Турцию, например, где важна цена перелета и не планировала летать на таких длинных маршрутах. Сейчас же это позволяет Аэрофлоту увеличить емкость и частоту рейсов на Дальний Восток, а также оставить доступными цены. В экономе также кормят 2 раза, предлагают холодные и горячие напитки. Есть кресла с увеличенным пространством для ног. На кухне один блок был с логотипом Аэрофлота. Что в нем находится? Некоторые пассажиры комфорта занимались самолетной йогой. Хорошо, на креслах впереди никого не было. Эконом был полным, а в комфорте остались свободные места. У iFly нет индивидуальных обдувов. Температура воздуха регулируется бортпроводниками. И знаете, было жарковато во время всего полета. В районе Хабаровска сделали плавный правый поворот и минут через 30 начали медленное снижение. Вышел на связь КВС и сообщил: температура во Владивостоке минус 7 градусов и отличная погода. Попросил всех пристегнуться и приготовиться к посадке. Немного поманеврировали между сопками, выпустили механизацию шасси, готовы к посадке. В самом конце зимы почему-то ожидал встретить много-много снега, а получается, как будто самый рассвет весны. На одной из стоянок стоит 3 Ил-76, летающих в интересах Министерства обороны. С другой стороны от полосы Ту-154. Борт летал в авиакомпании «Владивосток Авиа», и сейчас его статус непонятен. В реестре указан как памятник. Взлетает А321 авиакомпании «Сибирь» утренним рейсом в Новосибирск. Время полета составит у него 5 часов и 45 минут. На перроне стоит редкий Ан-26 АСЛК. Это самолет-исследователь. Используется для проверки, калибровки и сертификации наземных аэронавигационных средств. Хотя в других источниках пишут, что конкретно этот борт летает в интересах спасательных операций. Обратите внимание на табличку. Воздушное судно находится под охраной. На взлетную полосу вырулил малыш авиакомпании «Аврора», который полетит рейсом в поселок Преображение на берегу Японского моря. И одинокий суперджет России, который вечером отправится в Шанхай. Согласно Flight Radar, этот самолет как-то нечасто летает. В ожидании трапа скажу про стоимость моего полета. На Дальнем Востоке с Москвы Аэрофлот продает билеты по фиксированным тарифам. Они начинаются от 13 250 рублей в одну сторону, если покупать билет туда-обратно. В эти тарифы входит одно место багажа. Класс «Комфорт» начинается от практически 29 тысяч рублей за перелет в одну сторону. Здесь фиксированных цен уже нет, и чем меньше мест, тем дороже. За эту стоимость и был куплен мой билет. Телетрап подали к средней двери самолета, и никакого приоритета у класса «Комфорт» не было. Выходили все сразу. Через пару часов самолет отправится обратно рейсом в Москву. Совершенно забыл сказать, на борту работала система развлечений через Wi-Fi с хорошим выбором фильмов и другого контента. Не забудьте с собой личные наушники. Иду в сторону выхода и думаю, какие есть варианты добраться до Владивостока. Аэропорт находится в соседнем городе Артеме. Сотрудники вешают какие-то стенгазеты и фотографируются. Не решился подойти и узнать, на какую тему. Дальше лестница и попадаю в огромнейший зал выдачи багажа. Здесь же вижу стойку РЖД, где продают билеты на экспресс.
В среднем отправление 1 раз в час. До следующего как раз 20 минут. Отличный вариант добраться до центра города. На выходе стоят таксисты и предлагают свои услуги по цене Яндекса. Какой тогда смысл пользоваться ими? Станция РЖД находится в соседнем здании, куда ведут указатели. О, знаменитый магазин «Морепродукты», в котором лет 10 назад кот полакомился, пока никто не видит, рыбой на 60 тысяч рублей. В зоне международных вылетов готовились к началу регистрации рейса авиакомпании Air Koryo в северокорейский Пхеньян. У пассажиров много багажа. Выход и вход в аэропорт сопровождается контролем безопасности. Буквально пройдя дверь, попадаю в терминал РЖД, где на входе и выходе еще один контроль безопасности – двойная безопасность. На пути к платформе стоят отдельные сотрудники РЖД, задача которых – запрещать пассажирам фотографировать перрон. Тогда зачем здесь огромные чистые панорамные окна? Много лет назад во Владивостоке работал Аэроэкспресс. Сейчас линию обслуживает обычная пригородная электричка, состоящая всего из 4 вагонов. Захожу и попадаю как будто в бизнес-класс. Кто-то сзади говорит: нужно идти в следующий вагон. Здесь конфигурация 2 проход 2 удобно. Дальше классическая электричная 3 проход 3. В салоне чисто. Пассажиров в аэропорту село мало, а вот на следующей остановке в электричке стало тесновато. Не хватало музыкантов и продавцов. Время в пути до конечной около 50 минут. Есть несколько остановок. Лучше сидеть с правой стороны. Будут открываться виды на заливы и пляжи и бесконечные составы с контейнерами. ЖД вокзал Владивостока – финальная остановка электрички. Место, где заканчивается, а если смотреть иначе, начинается Транссибирская магистраль. Здесь завершает свой недельный путь поезд из Москвы. И отсюда же берет начало путешествия через всю Россию. В 2 шагах от железнодорожного обнаруживается интересный сосед – морской вокзал, куда можно зайти и попасть на просторный балкон. Отсюда буквально открываются морские врата в целый мир. Завораживающий вид на Золотой Рог, где гордо стоит эскадра кораблей Тихоокеанского флота. На горизонте величественно раскинулся Золотой мост. Его опоры напоминают мне мачты внушительного парусника, готового вот-вот пуститься в дальнее плавание. А передвигающиеся по мосту еле-еле заметные машины, словно матросы, исполняющие команды капитана перед отплытием. В бухте стоят 2 настоящих парусника – фрегат «Надежда» и барк «Паллада». Оба используются для подготовки морских курсантов и учебных плаваний. «Паллада» – один из самых быстрых парусников мира, разгоняется до 18 узлов под парусами. Высота мачт у обоих около 50 метров, как 16-этажный дом. В теплое время с этого балкона идеально наблюдать за жизнью порта. Главное – не забыть бинокль. Кстати, отличная идея для стартапа – предлагать их в аренду. В конце февраля здесь солнечно, но ветрено. Гуляя по переулкам, то и дело останавливаешься, пораженный многоуровневой красотой города. Иду в центр. Здесь картинная галерея. Обязательно зайду завтра. Выглядит интересно. Владивосток – город, который заставляет работать все мышцы тела. Например, постоянно поднимать голову, чтобы рассматривать архитектурные детали, спрятанные на верхних этажах. И, конечно, ноги из-за улиц, которые сплошные холмы. А какие названия? Океанский проспект, дом 8. Как же хотелось бы иметь в паспорте такой адрес. Мурашки по коже. Иногда город напоминает Сан-Франциско, то ли из-за особых многоуровневых перекрестков, по которым постоянно двигаются машины и пешеходы, то ли из-за крутых улиц-лестниц, то ли из-за встречающейся особенной архитектуры, где сталь соседствует с красным кирпичом. На улице меняли мачты освещения, необычные, привлекают внимание и формой, и этой сферой, в том же стиле и восприятие самой улицы. Еще здесь много современного искусства и, что важно, приятного. Ловишь себя на мысли, а не сделать ли смотровую площадку прямо на одной из этих улиц? Ведь с некоторых ракурсов город буквально завораживает. Согласен, Владивосток – любимый город его жителей.
Было свободное время. Решил съездить на известный маяк Токаревского на полуострове Эгершельд. Летом добраться туда сложно из-за приливов, а вот зимой должно быть проще. Доехал на такси. Высадили меня практически в пешей доступности. Удивительно, если летом здесь не протолкнуться, то сейчас всего несколько случайных туристов. Маяк действующий. Он помогает судам проходить через узость Босфора Восточного в заливе Петра Великого. В такое время здесь главное – созерцание и покой. Солнцезащитные очки, термос с чаем, теплый плед, и можно просто смотреть вдаль с самого утра до заката, наслаждаясь замерзшими и неспешно происходящими событиями вокруг. Владивосток – город максимально деловой. Его главная пешеходная улица не длинная, но жизнь бурлит в ее ответвлениях. Здесь много искусства, разных взглядов и, конечно же, железных лестниц, а еще необычных ракурсов. День прошел быстро. В Москве только начало дня, а на Востоке уже закат. Разница во времени 7 часов вперед. Одна из обязательных посещений достопримечательностей – смотровая площадка у верхней станции фуникулера. Когда ехал на такси с маяка, спросил у водителя, работает ли фуникулер. Он ответил: не знаю, ни разу в жизни не пользовался. И это человек, родившийся во Владивостоке. Мне повезло, он работал. Оплата кондуктору по карте, время в пути около 5 минут. Это единственный в России фуникулер за пределами Кавказа. Сотрудница сказала, работает для редких студентов и редких туристов. Во время поездки решил, пора выбрать, где мне ночевать. В городе много хостелов и капсульных отелей. Подумал, а может быть остановиться в одном из них? Основная смотровая площадка сейчас закрыта, но около станции можно посмотреть на потрясающую панораму главного вантового моста. Еще одна прямая связь с вантовым Красным мостом в Сан-Франциско. Разрешено только автомобильное движение, но по праздникам его иногда делают пешеходным. Если в хостелах жил, в капсульных отелях никогда. Его и забронирую. Выбирал в нескольких приложениях. Понравился отель Deep. Недалеко от центра, неплохие отзывы. На официальном сайте ночь от 1100 рублей за верхнюю капсулу, но на Яндекс.Путешествиях оказалось на 100 рублей дешевле. Забронировал нижнюю капсулу за 1300 рублей, чтобы не рисковать. Отель находится в большом жилом комплексе, работает круглосуточно. И здесь же коворкинг. Захожу, на ресепшене никого. Сбоку бар, где можно выпить воды, взять кипяток или заказать кофе с едой. Нажимаю на кнопку вызова, приходит администратор, находит бронирование, выдает ключ. Нужно разуться и убрать обувь в шкафчик. Дали тапочки. Заводят в тихую зону. Чувствую себя как на космической станции. Сердце бьется чаще. Это мой первый раз. В шкафчике нужно оставить свои вещи, и дальше показывают капсулы для сна. Именно в них будет как будто ночной полет на другую планету. Это так мозг борется со страхом. Есть и мини-комнаты, но они дороже. Тихо. Слышно только шум вентиляции. Боялся неприятных запахов, их нет. В дальнем крыле этого космического корабля увидел капсулы для двоих. Одна из них выглядела так, как будто живут в ней постоянно, как в квартире. Немножко жутковато, если честно. Душ и туалет раздельные и приватные. Можно уединиться. Мое спальное место, номер 42, находится снизу. Хорошо, что взял нижнее. В первый раз ночью вылезать было бы страшно. Внутри все комфортно и хорошая шумоизоляция. Можно даже сесть, не упираясь головой в потолок. Хотя ночью было слышно, как разговаривают жители соседних кабинок. Закрываю свою матерчатую дверь, надеюсь, никакой волчок не укусит за бочок. В капсуле есть розетка и зеркало. Все-таки в первый раз страшновато. Пусть приснятся следующие приключения. Здесь можно говорить только шепотом. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось.